Покупка квартиры после приватизации. Главные риски остаться без жилья. Вместе с экспертами разбираемся, какие существуют риски при покупке приватизированного жилья и как их избежать. Право на приватизацию жилья появилось в 1991 году. Тогда россияне стали массово оформлять в личную собственность недвижимость, которая была им предоставлена по найму, ордеру от государства. Впоследствии эти квартиры стали появляться в продаже. Сделки с приватизированными квартирами совершаются и сейчас. По оценкам аналитиков, на вторичном рынке Москвы доля сделок с ними составляет примерно 10-15%. Однако покупка приватизированной квартиры имеет свои собственности и подводные камни. Какие именно, разбираемся вместе с экспертами. Прописанные отказники. Основной риск покупки приватизированной квартиры связан с так называемыми отказниками приватизации. Когда кто-то из членов семьи отказывается от участия в приватизации, за ним по закону остается право на бессрочное пользование данным жильем. Об этом праве отказник может заявить даже после продажи квартиры новому собственнику. Такие ситуации, по словам экспертов, часто встречаются на практике. Отказ одного члена семьи от его доли собственности на квартиру сразу же дает право остальным членам семьи приватизировать квартиру. Но право пользования этим жильем у лица сохраняется, пояснил член Ассоциации юристов России Коба Аржония. В таком случае отказник сможет заявить о своем праве пользования на квартиру. По словам экспертов, в 90% случаев отказник обращается сразу в суд. Как правило, он подает иск на тот государственный орган, который передал квартиру покупателям. Также может судиться и с самими новыми владельцами. Далее все зависит от аргументов сторон и решения суда. Еще один риск покупки приватизированной квартиры относится к скрытым собственникам. Это лица, которые до этого не пользовались своим правом на часть жилья и не указаны в выписке ЕГРН. Скрытыми собственниками могут быть лица, которые по различным причинам не вступили в наследство, супруги, не получившие причитавшуюся им долю, а также дети. По их словам, такие скрытые собственники могут начать требовать свою долю уже у нового владельца. Обычно подобные ситуации решаются в суде. Старый собственник получает свою долю или стороны заключают соглашение о выплате компенсации за долю. Сюда же относятся так называемые мертвые души, заявили аналитики. Речь идет о лицах, которые исторически проживали в квартире до ее приватизации, но потеряли с ней правовую связь, фактически выехали по разным причинам. Например, это могут быть лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы на момент приватизации. Такие лица могут объявиться после сделки с требованием о вселении в квартиру на праве бессрочного пользования, поскольку права были нарушены или вообще не получен отказ от участия в приватизации. В итоге дело будут разбирать в суде. По словам адвокатов и юристов, суд выяснит все обстоятельства и причины, почему человек не реализовал свое право на бессрочное пользование и приватизацию. Иногда решения принимаются в пользу старого владельца. Отдельно среди рисков эксперты выделяют покупку квартиры, в приватизации которых не приняли участие несовершеннолетние дети. Нередко родители специально выписывали на время приватизации несовершеннолетних детей, фактически проживающих в квартире. Много лет спустя несостоявшийся собственник может обратиться к новому владельцу жилья и потребовать выделить долю в квартире. Кроме того, по закону родитель должен зарегистрировать своего новорожденного в течение 7 дней, но иногда родители этим злоупотребляют. Например, в будущем был возможен следующий сценарий. Квартира приватизируется на одного из родителей, отца, потом родители разводятся, квартира продается, после чего мать ребенка подает исковое заявление о том, что ребенок фактически проживал в квартире. Тому есть куча доказательств, свидетельские показания соседей, прикрепление к поликлинике. Далее следует оспаривание права собственности. Чтобы обезопасить себя от возможных рисков, эксперты советуют покупателю внимательно изучить договор передачи квартиры в собственность и всю цепочку жильцов в приватизированной квартире, а именно нужно проверить, кто приватизировал эту квартиру, кто отказался от приватизации квартиры, кто имел право на приватизацию квартиры. Перед покупкой приватизированной квартиры необходимо убедиться, что отказ от приватизации был сделан в добровольном порядке и нотариально заверен, а все прописанные в квартире сняты с регистрационного учета. Состав прописанных в квартире лиц можно узнать, запросив архивную выписку из Росреестра или из домовой книги. Кроме того, никогда не будет лишним пообщаться с соседями. Возможно, таким образом сможете выяснить важную информацию. Покупая приватизированную ранее квартиру на вторичном рынке, нужно четко просчитать риск предъявления своих требований так называемых отказников или мертвых душ. В течение 5 лет, а иногда и большего времени, поскольку срок исковой давности может быть восстановлен ввиду ряда причин, те лица, которые отказались ранее от приватизации жилья, могут заявить свое требование о вселении в квартиру в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 29.12.2004, номер 189, о введении в действие Жилищного кодекса РФ. Юпитер Стар.